Всем привет! Я продолжаю рубрику IKEA Hack. Сегодня я буду переделывать вот этот придиванный столик. Он сделан из металлического квадратного профиля, и на нем положено сверху стекло. Стекло само по себе является ровной идеальной поверхностью для столешницы. И я хочу украсить его вставкой из деревянного панно. Для этого мне понадобится фанера толщиной 6 мм и деревянные рейки из сосны размером 10 на 40 мм. Итак, приступим к работе. Рейки я предлагаю вам купить в строительном супермаркете. Там их огромное множество, продается разной толщины и разной ширины. А я же воспользуюсь обрезками от досок и с помощью ленточной пилы и рейсмуса сделаю эти рейки у себя в мастерской. Теперь с помощью циркулярной пилы и шины я выпилю эту фанерку под размер столешницы. Сначала обведу ее карандашом, потом приложу шину и сделаю пропил. Теперь в этой фанерке мне нужно сделать выпилы под вот эти вот вертикальные выступающие конструкции. Теперь основание для панно готово. В эту плоскость я буду набирать рисунок из деревянных реек. Для того, чтобы рисунок был более выразительный, рейки я буду брошировать. Сначала я поброширую длинные рейки, а потом нарежу их в размер и соберу рисунок. Брошировать я буду с помощью дисковой щетки с полимер-абразивным ворсом. Маркировка 46. Итак, я поброшировала рейки. Мне досталась очень красивая доска с интенсивным рисунком, с сучками. В общем, будет все красиво. Я буду изготавливать простой рисунок елочкой. Так как я пытаюсь использовать в видео минимальное количество инструментов, я буду делать запилы не под 45 градусов, а под 90 и стыковать торец к плоскости. Сейчас я нарежу досочки под размер с запасом, чтобы потом отпилить циркулярной пилой. Реечки можно напилить под 90 градусов также циркулярной пилой. Но я немножко устала от пыли, пока брошировала, поэтому я воспользуюсь японской пилой. Сейчас я перейду к этапу покраски. У меня тут разные краски и масла, которые я буду наносить на рейки. Я буду красить их попарно, попробую разные техники и посмотрю, что получится.
Приступая к этапу сборки панно, буду приклеивать мои деревянные рейки с помощью клея ПВА. Вообще, если приклеить и подождать, они отлично будут держаться только на клею. Но я воспользуюсь своим положением и ускорю процесс с помощью шпилечника. Я отпилила свое панно по периметру. Я отступила специально расстояние. Здесь будет как раз помещаться профиль столика. Я покрою торец и низ фанеры черной эмалью. Покрывать черной эмалью я буду специально, чтобы фанера как можно меньше различалась с профилем столика.